Папа, я помню этот отель. Мы резко нашли вот этот отель. Приветствую вас, дорогие друзья. Это Большая Камбоджа. Я Александр. И сегодня у нас опять выходной день, и мы в выходной день решили поехать все вместе вот на море. Да, Мира? Ты спала всю дорогу, молодец. Бабушка с нами поехала. Вот всей нашей семьей. Снимал я вам уже, конечно, друзья, про этот отель, но еще раз вот можно посмотреть. Посмотрим, как здесь вне сезон. Ты помнишь этот отель, да, сынок? Да, мы были вдвоем. Да мы были здесь вдвоем, да, мы были полгода назад в нем. Так, мы заселяемся. Вот чем, конечно, красив этот отель. Видите, все из дерева. Он такой, прям видно, что дорогой. Дорогой, красивый. Сейчас я вам покажу номера. Друзья, вот засниму комнату. Нам только сейчас пока одну выделили, потому что одна еще не готова. О, кстати, вот есть диванчик. О, Тимур может на диванчике у нас спать. Да? И здесь получается у нас выход на балкончик вот такой. Ну, вполне, кстати, ничего. Ну, мне вот эта комната, кстати, даже больше нравится, чем у нас тогда было с Тимуром. Вы можете посмотреть ролик, когда мы были в апреле здесь. Ну, конечно, отель не совсем новый, но вот давайте покажу вам санузел. Ну, кстати, он неплохо сохранен. Если вы помните, у нас в прошлый раз, кто смотрел, была с Тимуром такая кровать какая-то огромная, такая круглая, но не было некомфортно спать, а здесь вот комфортно. Так, а мы сейчас поедем уже на обед. Так, Мира, карандашом тут смотри, белье не закрась. Что нет? Аккуратно карандашом. И кроватку нам дали, вот они не могут ее поделить. Зачем ты бьешь Тимура? Зачем? Мира, нельзя так делать, нельзя. Нельзя. В кроксах пойдешь, не обувайте туфлей. Нет! Только в этих, да? Ни в какую не соглашается, если не по ее, да? Так, стоп, подождите меня. Отель достаточно большой. Мы, кстати, не стали брать завтраки, потому что я был здесь на завтраке. В прошлый раз мне не особо понравилось, поэтому мы поедим в городе. Коридоры, видите, какие красивые здесь. Все тут вот из дерева. Вот тут, этим отель очень, конечно, сильно интересен. На море прям видно, что такая погодка дождливая будет сейчас, сегодня. Но она быстро меняется. Мне про последний ролик, который был на острове, там отель, сказали, что я типа отель рекламирую. Да если бы мне платили бы за это, я был бы рад. Но на самом деле я просто рассказываю, как есть. А вот тот отель с острова, ну он действительно крутой. Этот отель, ну, тоже, кстати, очень даже неплохой. У нас получилось, сейчас как бы не сезон, и поэтому у них цены тут такие, $70 стоит номер. Для 5-звездочного отеля это очень даже недорого. Ну вот, друзья, конечно, на море, смотрите, какая погодка. Но она очень, кстати, переменчивая. А вот здесь у нас слева
Это Пенисула, 5-звездочный отель, 5-star hotel. Вот, да, вот это Пенисула. 600 миллионов долларов инвестиций. Огромный будет отель прямо вот здесь, на набережной. Так, а здесь, смотрите, на набережной сделали какой-то базар. Базар-маркет, да? Вот. Немножко закрыто даже море. Но вот сейчас, по-моему, погодка такая. Может их тут эти все палатки раскидать. Ну, смотрите, здесь как интенсивно. Полгода назад только еще они что-то бурили, сваи делали. А сейчас, смотрите, как быстро строят. Ну. Так что у Синауквилля есть развитие. Вот даже вот сразу это видно, когда мы здесь только проезжаем. Скорее всего, это какой-то, может быть, какая-то ярмарка. Что-то тут такое. Ну, прям, что-то тут просто, вот смотрите, все тут заставлено какими-то палаточками. Ой, тут какой-то будет, скорее всего, фестиваль. Или он уже был. Ну, не знаю. Надо будет сегодня это уже посмотреть. Так, а вот тут, кстати, вон там дальше такие прям живые стройки. Прям что-то строят. В Синауквилле как бы достаточно строек не живых. А вот тут прям видно, что они прям живые. Работают. Мы едем на пляж Ачучель, чтобы там пообедать. В любимое место моей супруги, да? Тебе? Да. Это группер. Да. Группер здесь. Группер, креветки здесь. Вот это улитка. Да, это улитки. Вот такое волнение. Это пляж Ачучель. Так, не надо заходить в воду. Кстати, прям вот дожди, видно, вон там дождь идет. Вон там впереди дождь идет, на Кахронге идет дождь. Сегодня прям такой дождливый прям денек. И прям шторм такой. Хорошо, что не поехали мы на острова, все-таки решили в Синауквилле. По шторму неохота ездить сильно. Здесь вот торговцы, да, и даже если ты в ресторане сидишь, можно у них купить, и в ресторане все равно это кушать. Вот сладкая штука, очень вкусная, рекомендую уже всем много раз. А вот это такая фишка Синауквилля, здесь, смотрите, жареные кальмары и осьминоги. Очень вкусные. Вот эта улица, по ней вот можно, или набережная проще назвать, по ней можно гулять. Давайте, друзья, знакомимся с меню. Что вот здесь вот у них есть. Смотрите, вот такие здесь цены на пляже. Лапша вот по 5, по 6 долларов. Салат из Папайи 13 стоит. Пиццы по 8. Рис разный по 4. Большой 10 стоит. Маленький 4,5. Потом вот разные тут мясные блюда. Ну, кстати, очень большое меню. Трава по 4 и по 8, если большая.
Ракушки вот эти вот очень классные. Еще рыба всякая. Ну, очень, кстати, богатое меню. Прям богатое. Гребешки вот 6 штук, $7,5. No, нет массаж, нет. Можно массаж заказать. Ходят люди. В общем, друзья, меню прям очень большое. Прям глаза разбегаются, если честно. Такое красивое, с картинками. Даже есть вот такие ребра свиные. Ну, попробуем. Если что, те, кто будет в Синауквиле, я вам потом скажу, буду я рекомендовать этот ресторан или нет. Ну вот купили вот эти вот вафли. Вот эти вафли очень вкусные. Попробуй, сынок. Нет? Мороженое здесь нет. Always complain. Next time stay home. Always complain. I'm so tired. Stay home next time. Это салат такой, получается, с бамбуком и с ракушками. Прям порции какие-то огромные, если честно. $7 вот такой стоит. Краб вот с такой лапшой, очень вкусный. Тоже огромная тарелка какая-то прям. Кушай, кушай. В общем, друзья, все очень вкусно. Друзья, отличный ресторан. Мы, короче, вот с собой половину еды еще забрали, потому что прям порции огромные. Значит, вот если со стороны улицы, вот тут вот так вот там называется, а там внутри почему-то Анкор-Бич. Ну вот с улицы вот так, если кто-то захочет сюда прийти. I seen you lie, I seen. I seen for coming. Ну, вот так, друзья, выглядит номер с 2 кроватями. Кстати, кровати большие. Но мы получается, что-то решили так. Я буду спать отдельно. И будет с Тимуром спать тоже отдельно. Но так номер абсолютно точно же такой же, как и тот, только он поближе к морю здесь. Вот такой номер. Хороший здесь бассейн. Прям большой такой. Это горько, покататься. Ну мы пойдем с тобой, пойдем сейчас на волнах покупаемся в море. Пойдем на море. Вот там есть просто виллы. Можно снять отдельную виллу. И вот там дальше тоже еще виллы есть. Но тут просто огромная территория, друзья. Не знаю даже сколько в гектарах. Очень большая прям территория. И свой пляж. Кстати, на этот пляж никого не пускают. Сидят охранники вот там. И только постояльцы.
Ну, наверное, как бы просто можно будет пройти, если захотеть. Если вы здесь не живете. Попытаться можно будет, но... Вот видите, здесь пляж убирают, чистят. Ну, немножко штормит. Да, здесь мусор убирают. Друзья, мусора очень много, особенно в сезон дождей. Почему? Потому что с рек, которые впадают в море, все это вылетает. И вот, если честно, мы когда шли тогда на острова, прям много мусора. Это, конечно, большая проблема. Я так могу сказать. А вот здесь, смотрите, такая у них зона, променад. Тут можно гулять. Ну, классно. Мы сейчас пойдем покупаемся с Тимуром. Готов купаться? Тут, кстати, не так сильно штормит, как вот на Чучеле штормило, там сильнее. В общем, друзья, мусора много. Прям в море плавает разное. Там и, понятное дело, такой мусор, который там с пальм всякие, там ветки, это одно. Ну и пластика хватает всякого, какого-то прям грязноватое здесь море. Но зато здесь, смотрите, какая красота. Вот бар, даже такой у бассейна, где можно коктейльчик прям попить, находясь в бассейне. Бассейн здесь классный. Привет, Мира. Мира, привет, что такое? Что такая грустная? Ну, вот такая, друзья, погодка, видите, дождичек пошел. Все-таки сезон дождей. Сегодня несколько раз уже тут был. Что ты хочешь кушать? Ну там же тебя чем-то кормили. Мама с бабушкой. Ты хочешь кушать, ты хочешь спать. Ты что вообще хочешь? Ты что такая капризная? А? В общем, друзья, я же здесь пересел на электрокар китайский. И, ну, не смог ездить на Лексусе, потому что привык в России уже тоже на электрокаре же ездил. Вот. И сейчас вот у меня квест найти здесь зарядку все на Уквиле. Квест тоже такой специфический. Ну, вроде бы как нашел. Сейчас главное зарядиться. Так вот, зарядка, кстати, и все вот отлично. Но вот мне 40 минут придется ждать, пока он у меня зарядится. Потому что у меня было здесь на 40% оставалось, чтобы 60% заправила. Или зарядила, точнее, пускай так. Должно пройти. Тут, кстати, он даже время пишет. О, очень удобно. Ну, конечно, как бы для города удобно. Вот на межгороде вдруг что-то, вдруг она будет не работать, вдруг еще что-то, то это будет, короче, попадос. Вот так вот. Ну вот, заряжаем наш китайский автомобиль электрический. Друзья, вот мы встретились с Сергеем. Здравствуйте. Да, вы его знаете, он периодически бывает наш. Вот встретились, этот ресторан Пеппа, да? Пеппи Артизан Фуд держит серб, который живет здесь очень давно, который специализируется на мясе. Этот ресторан мясной, очень большие порции, все очень вкусно. Помимо ресторана у него здесь большой цех, он производит очень много видов всякой мясной продукции, ну типа там бекона, ветчины. И допустим в той же пицце у него здесь практически все продукты мясные.
свои. Вот Александр взял стейк говяжий, попробовать. Да, кстати, вот стейк такой, стейк, кстати, очень вкусный. Ну, понятное дело, что в России стейки повкуснее. Ну, говядина австралийская, я рекомендовал тебе лэмп шенк, то есть лопаточку баранины, очень вкусно. Ну, блин, здесь очень вкусно, и именно вот кто любит для мясоедов, большие порции достаточно. Ну, цены вполне себе, я считаю, что за такую еду, там, та же лопатка $21. Саш, стейк сколько стоит? Вот этот полкилограмма стейка стоит $24. Я считаю, что, знаешь, за хорошо приготовленный. Тут одно картофельное пюре, вот лучшее вообще, я в жизни не ел ничего. То есть, не, ну да, тут, кстати, полкилограмма мы уже объелись вдвоем, то есть съели только половину, да? Тебе понравился стейк, мать? Да, вкусно. Но в России вкуснее, да? В России очень вкусно. Это тебе уже можно снимать ролики для хмеров в России. Так она уже и снимает, кстати. Да, она скоро будет блогером топовым камбоджийским. Вечером, кстати, в отель такая интересная обстановка. Тут иногда у них, кстати, играет живая музыка. Ресторан и бар здесь такой. А мы уже идем спать. Доброе утро, ребята. Сегодня, вот видите, хорошая погода. Кушать хотите? Кушать? Сейчас поедем с вами на завтрак. Трактор чистит пляж. Да я стою. Он чистит пляж, мусор собирает. Мусор, да. И вот там сейчас столько мусора, конечно, нанесло после вчерашнего волнения. Это, конечно, все они уберут, но прям много мусора. Вот такое сегодня море у нас с утра. Ну, вчера было много мусора, сегодня нету, да. Потому что вчера штормило так сильно. Да, в 8 утра солнце уже так печет, просто припекает. Тропическое солнце, жесткое, ребята. Очень. Мы приехали на рынок, вот заодно здесь позавтракаем и купим с собой кое-каких продуктов. В общем, рынок это Синауквиля. Про него уже миллион видео, правда, было. Да мы сейчас пойдем на этот рынок и так. Рынок, друзья, как всегда, без изменений. Очень интересный, колоритный. Давай, проходи туда, сынок. Так, а здесь мы будем что-то есть. Тут у них местные кафешки, так называемые, рыночные. Кстати, на многих рынках такая есть еда. Вот, кстати, можно заказать. Ну, вот стандартный камбоджийский завтрак, на самом деле. Вот и курица с рисом, и все. Да, с детьми, конечно, сами видите, все увидели детское. Все, давайте быстрее. А здесь вот на месте сразу вот это религиозные разные вещи. И китайские, и вот даже ганиши есть. Сейчас вот магазин. И вот прям, видите, такие ряды идут, где еда. О. Это вот уже, кстати, мне подали. Вот такой завтрак. Курица, свинина,
Да, такой супчик. Ну, стандартные вот такие завтраки я часто вам показывал. $2,5, друзья, стоит вот такой завтрак. Местный. Посмотрим, что заказали себе женщины. Вот такой суп. Слышите, заказал там лапша и свинина, и еще всякие овощи. 10 тысяч местных реал стоит. $2,5. Такой порядок здесь цен. Ну, кстати, очень вкусно, я вот ем. Мед. Из дикие пчелы собирают, вот прям это дикий мед. Ну что, друзья, вот мы опять на зарядной станции этой. Все-таки подъехали сюда, чтобы еще приподзарядиться чуть-чуть. Что я вчера не рассчитал. И все-таки лучше с запасом, чтобы была зарядка. А так, кстати, все так понятно, все круто. Вот все показывает здесь. Вот видите, у меня на телефоне, как заряжается, сколько стоит. Кстати, стоит столько, сколько у меня дома. Киловатт. 25 центов. Идет зарядка. Я просто на самом деле вчера чуть-чуть поторопился и зарядил там до 70%. Но думаю, на всякий случай, вдруг я просто быстрее поеду. Просто если ты едешь на электрокаре с более быстрой скоростью, то расход идет намного быстрее. Допустим, в городе вопросов нет. Из батарейки вообще у них батарейка 96 киловатт, и как бы должно хватать там на 580, как они пишут, даже если на 500 километров. По факту это туда-обратно бы хватило бы. Но я все-таки на самом деле перестраховываюсь, потому что я первый раз тут вообще заправляюсь на этих зарядках. Но зато, кстати, все как бы четко, все понятно, все быстро. Ну, сейчас нам буквально 10 минут здесь приподзарядить. И все. В приложении, кстати, сразу показывает мой заряд, мои батареи. Я могу это и в телефоне посмотреть на приложение, но вот очень удобно и показывает, сколько стоит, какая мощность. Прям очень удобно. Вот такие вот технологии. А вот он, памятник львам, символу Синоквиля. Когда-то здесь вообще ничего не было. Просто были такие небольшие домики. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Ну вот тут активные прям стройки. Где Пенисула и за ней все строится. А также в городе есть очень много неактивных строек. Так, а сейчас, друзья, время уже 11 часов. Кстати, весь мусор убрали, вообще весь. Вот в чем плюс, то, что убирают мусор. Но на самом деле, вот я столько мусора ни разу не видел вообще, чтобы было где-то здесь на пляжах. На островах, понятно, такого нет. Мы сейчас зайдем искупаемся. Да? Здесь вот лежаки у отеля. Видите, людей никого нет. Такой вот это вот вообще большущий пляж именно этого отеля. Вода, друзья, хорошая. Наверное, градусов 27, может 26, вот так вот. Ну, такая комфортная. Мне вообще кажется, то, что вот когда вот эту насыпь насыпали, здесь бухта такая стала, здесь больше стало осадочных всяких пород оседать. И вода такая, ну, супер прозрачности нет вообще. Вот, может быть, поэтому. Потому что раньше, когда вот это еще бухты, вот этого насыпи это не было, здесь прям
такой был прозрачный пляж. Ну, может быть, в сезон, когда штиль. А сейчас вот начинает опять капать немножко дождик. И мы сейчас обмываемся и идем в номер. И скоро будем выезжать. А что касается самого отеля, ну вот когда со скидкой он еще, то есть тут еще адекватная цена. Так, конечно, он уже немножко приподустал. Вот у тещи в номере был старый кондиционер. И вот он там все время холодил. Они замерзли сегодня прям конкретно. Как бы вот такие уставшие моменты. Да, конечно, вот тут и территория классная, и бассейн классный. Вот по номерам уже есть вопросы. Ну, друзья, мы уезжаем. Эпи говорит, ей вообще отель понравился. Она тут, кстати, первый раз. Говорит, вообще очень классно. Ну, а для них что? Для них главное, чтобы был такой классный сервис. Плюс погулять, походить. Море им не интересно. Вот и все. Но у нас, северных людей, немножко другой расклад. Поэтому, как бы, да, отель как бы прикольный. Тем более, как бы, когда его еще со скидкой берешь, это супер хорошо. А все-таки море, по морю, я еще уже повторился, острова, это топ. Мы решили тут проехаться по Отросу, посмотреть, как здесь. И прям много людей. Ну, выходной день, видите. Хоть и сезон дождей. Но сегодня дождя не было, он просто чуть подкапал. Так, людей очень много. А здесь вот на Отросе, где Чайнатаун. Смотрите, я смотрю, вот эти дома прям активно построили. Они не были закончены, по-моему. Их точно не было. Полгода назад здесь как-то прям выросли. Или я, может, ошибаюсь. Вот именно вот эти. Это Отрос, друзья. Вот White Boutique. Он, по-моему, по-другому называется этот отель. Я в нем жил. И здесь вот такое. Местное такое здесь направление. Видите? Но мне пляж здесь больше нравится. Ну, хотя, смотрите, вот после шторма и здесь тоже вода мутная. Вот на том острове уже скоро будет отель готов. Вот там вот тоже вот есть отели, 2 небольших острова, на них отели тоже есть островные. Надо будет как-нибудь туда заехать. Но они такие дорогие, там один вообще 600, что ли, стоит, другой 180. И вот здесь, смотрите, тоже какой-то новый отель. Тоже скоро будет готов. Уже такая заключительная стадия строительства. Внутри там вот еще один есть, вон оттуда его крыша торчит. Я там хотел жить в этот раз, но все-таки мы решили в Сохе. Так что тут такая инфраструктура есть, развивается все потихонечку. Всякие ресторанчики есть. Так что, надеюсь, друзья, обзор Синауквиля немного вам был полезен. Всем удачи, пока, подписывайтесь на канал. Кстати, у меня дочь тоже канал завела на ютубе. Но он, правда, англоязычный. Так что, кому интересно, вы тоже подписывайтесь. Она там тоже снимает. Всем удачи, пока. Да, и еще телеграмма Камбоджи. Не забывайте, есть телеграмма Камбоджи. Не только о недвижимости. Есть о недвижимости один канал, есть канал по просто Камбодже, очень интересный. Там много чего интересного, что не попадает в ролики. Ну вот в чем плюс, конечно, китайских электрокаров сейчас. Вот смотрите, полностью удержание полосы и адаптивный круиз-контроль. Я даже не рулю, он просто сам подруливает, все сам делает. Если он кого-то видит, он останавливается, подтормаживает. Keep your hands on the wheel. Да, но он мне все равно говорит, руки держи на руле. Ну, на Лисянге, кстати, точно так же. Да, если ехать вот с такой низкой скоростью, то заряда хватит и туда и обратно скататься.
А если поедем сейчас со скоростью 120, то сразу на 15, даже на 20% будет больше расход, и все. Перевозчик такой, смотрите. Прям загрузился так плотно. И прям гонит. Гонит и гонит на мотоцикле. Хова, сейчас щелочку сюда. Раз. Подрезал машину.